Привет, друзья! Вы на модных практиках. С вами сегодня Инга и Татьяна. Всем здравствуйте! У нас уже тепло, лето, и, конечно, я очень хотела быть этим летом яркой, нарядной, легкой, но сегодня мы будем делать еще одно черное платье для меня. Пожалуйста, не пугайтесь, платье летнее, открытое. У нас был кусочек ткани, и совместно с Таней Таня вот придумала, что можно сделать из такого маленького кусочка. Так что, если у вас есть кусочки, с которыми вы не знаете, что вам делать, как раз-таки это видео для вас. Мы делаем сарафан. Сарафан из шитья, подкладка будет хлопок, и бретели у нас будут из натурального шелка. Хотели добавить такой акцент шелковый, чтобы было приятно ощущать шелк на себе, хотя бы в некоторых местах, хотя вот подкладка у нас тоже очень тоненькая, натуральная. Я думаю, что мне будет очень комфортно в жару, приятно, да, с шелковым блеском. Давайте рассмотрим эскиз. Эскиз у нас прямой силуэт, к низу слегка расширенный, выточки. Нагрудные мы оставили по полочке. По спинке у нас сохраняется выточка и по центру спинки. Ну, мы посмотрим, то ли мы оставим эту выточку, может быть, мы ее распределим в бок и... Ну, обычно мне подходят выточки на спине. Да, я думаю, что лучше, наверное, не будем мудрить, а все-таки оставим. И она идет вот бретелька и сразу переходит в выточку, то есть линия такая повторяющаяся. Бретель будет широкая, 9 сантиметров шириной, и мы сошьем еще пояс. Пояс будет тоже 9 сантиметров шириной. Инга его будет завязывать, то есть это будет как аксессуар. Да, вначале мы хотели сделать широкий пояс, но я подумала, что раз у нас лямки определенной ширины, будет комфортно, наверное, сделать пояс с определенной ширины. И к тому же я думаю, что я его буду носить не только с этим платьем, но и с какими-то другими платьями. Ну, то есть с любым, в принципе, да, платьем этот пояс подойдет. Мы будем моделировать от базовой основы. Татьяна вам покажет моделирование. Вы можете взять любую базовую основу, которая у вас есть, или использовать базовую основу по системе 10 мерок, которую можно приобрести также, перейдя по ссылке в видео, в описании к этому видео. Базовая основа уже построена, и Татьяна приступает к моделированию. Да, еще бы хотела дополнить, что это у нас довольно простой сарафан, и для новичков будет очень удобно. Самое то, да. Давайте приступим к моделированию. На такой сарафан вам понадобится 36 сантиметров шелка, 1,50 м у нас шитье и 90 сантиметров на подкладку. И прежде чем начать моделирование, вам нужно померить, насколько вы откроете грудь, где у вас должен быть вырез. Хоть у нас вырез и прямой, но вот как раз длина бретели по полочке. Сколько сантиметров? У нас 22 сантиметра. От центра по полочке, от основания шеи мы откладываем 22 сантиметра. По спинке спускаемся от основания шеи 20 сантиметров. Отмечаем. Спинка 20 сантиметров. И полочка 22. Начинаем моделирование со спинки. Проводим прямую линию. По низу изделия длина юбки у нас получается 76 сантиметров. Я добавляю, у меня на лекалах 48 сантиметров. Я добавлю 2 сантиметра к боковому шву и расширю. По полочке то же самое мы сделаем. Моделирование здесь несложное. Выточку мы оставляем по спинке и боковую. Вырезаем спинку. Пройму мы опускаемся на 1 сантиметр. Проводим новую линию проймы. Ширину спины я не убираю, оставляю пока так, а на примерке будем смотреть. То есть то ли мы заузим спинку, ширину спины, либо мы сделаем прям, Инга просила, чтобы не открывать все-таки складки подмышечной впадины, и оставим пока так. И пройму на полочке мы тоже новую обводим. От новой линии проймы я отступаю 10 сантиметров и наискосок соединяем с центром груди. Спинку вырезаем по красной линии. По центру спинки будет шов и застежка молния. Переносим выточку в боковой шов.
Разрезаем по красной линии. Разрезали и закрываем выточку. Закрыли и смотрим, что у нас получается. У нас линия, видите, прервалась, да? И даже если мы закрываем, зашиваем выточку, к примеру, вот, мы же не можем, у нас не получится вот такой вот линии, да, кривой. Нам нужно подправить. Так, сначала карандашом. Точка 22 и, ну, пройма где-то. Вот, то есть мы ее спрямляем, эту линию, делаем более такой ровной. Выровняли. Отрезаем. Все, наши лекала готовы. Мы положили лекала, и выточка получается очень большая, и угол такой острый. Давайте ее уменьшим, подкладываем, ну, хотя бы на 1 сантиметр сделаем. Вот таким образом. Выточка у меня увеличилась на 1,3. С проймы мы должны снять этот 1,3 вот таким образом. Сложим боковой шов, проверим. Ну, даже можно еще немножко на спинку выровнять. Вот, смотрите, за счет этого у нас и центр сместился на 1 сантиметр, и она станет более плавной. И смотрите раскладку на ткани. По низу я выложила фестон, простыковала. То есть он совмещается. Вершина фестона и центр спинки у нас должен пройти через вершину фестона. Проводим прямую линию. К этой линии прикладываем спинку. На сгибе у нас полочка. Длина юбки я отмечаю от низа изделия. У нас 90 сантиметров до линии талии. Расклешка у нас небольшая, поэтому мы выводим линию до конца, до низа. От бока идет расширение. Длина до линии талии по боковому шву 90 сантиметров. По спинке 90 сантиметров. Вверху фестон мы отрежем. И потом полоску ткани шириной фестон, этот шириной, ну, я думаю, 2 сантиметра, мы вошьем между подкладкой и основой по горловине. Припуски у нас 1 сантиметр. Везде по центру спинки 1,5 сантиметра. Выточку мы переносим. По полочке мы выточку игнорируем. Оставайтесь с нами до конца, и вы увидите примерку на Инге. И посмотрите, что у нас вышло. Спинка приталенная, полочка свободная и разрезы. Мне кажется, идеально летний сарафан получился. Как вы считаете, куда в нем можно пойти? Мне кажется, он как и нарядный, так и повседневный. То есть можно и просто выйти в город в жару, так как у нас уже очень жарко, наверное, около 35 градусов. Да, конечно, да, хочется открыться, хочется все с себя снять, вот эти вот все лишние слои ткани. Возможно, сюда даже подойдет моя шляпа, которая по стилю будет сюда гораздо лучше к этому сарафану, чем к моему серому платью, с которым я вам ее показывала. Так что жду ваших комментариев. Думаю, такой сарафанчик будет актуален. Ну и я бы хотела сказать, что мы закололи бретельку. Смотрите, если бретелька широкая и получается у нас вот плечи покатые, то допустимо сделать выточку или шов. Мы сделаем шов, повторим. Чтобы посадить, да, чтобы посадить на плечо. Покатая. Чтобы они не смотрелись как погоны. И закрываем мы подмышку. Понятно, что здесь заколото все. По спинке тоже мы прикрываем все, что нам не нужно открывать. И кромку по горловине мы срезали кромку.
Сейчас мы ее в металле. Она выглядывает на 1 сантиметр по высокому фестону. От высокого считать, ну, смотреть, если на высокий фестон. Ну и по спинке, соответственно, тоже будут фестоны. Несмотря на то, что это платье черное, оно на самом деле летнее, эффектное. В общем, я желаю вам шить такие платья. Можно, в принципе, из любой ткани. Вот самая, ну, простая вот эта вот как бы посадка вот здесь вот по 10 меркам, да, практически. Да. Вот просто мы сделали выточку. И все. Выточки даже еще сделали, да, и такое расклешенное, слегка практически, да. Угу. И смотрите, у нас шитье. Мы будем укорачивать подкладку, чтобы дать немножко легкости ногам. Наверное, ну, прям так нормально, выше колена выше будет, да? Ну, мы сделаем до разреза. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Я рада, что мы показали такое платье. Вот просто был небольшой кусочек ткани, и Татьяна придумала эту модель. Совместно выбрали, что мы делаем. Я уже не помню, потому что не хватило ткани или потому что просто захотелось шелк сверху, и у нас просто есть этот шелк черный из тканевого бутика. Пишите ваши комментарии, лайки и погружаемся в лето. У нас было 2 вида ткани, и мы решили немножечко так пофантазировать. Это платье вы можете повторить в любом цвете. Сейчас много продается шитья всевозможных оттенков, видов, фактур. Выбирайте то, что вам нравится. Конечно, этот сарафан мы делали как бы именно из шитья, но можно повторить и из других тканей. Надеюсь, мы вас вдохновили. Оставайтесь с нами, шейте с модными практиками, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь вообще, какая у вас погода, как проходит ваше лето, потому что, может быть, только у нас так жарко, а где-то совсем по-другому. Пишите, делитесь, пообщаемся в комментариях. И до новых встреч, друзья! И мы с вами поделимся теплом. До новых встреч!